Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Вязания. Сегодня я хотела бы вам предложить очень интересный романтичный джемпер от французского бренда Лередун. И вот так он выглядит у нас. Узорчик из тонкого такого трикотажа выполнен, немножечко с мохером. Вот. Специально вам приблизила. Он выполняется в нескольких цветах. Продается на сайте интернет-магазина от этого бренда французского. Вот так его рекомендуют носить, смотрите. В принципе, носить его можно и на выпуск. Это классика, рукавчик обычный с окатом, классика. Тоненький трикотажик такой, приятный очень. К телу будет, мягенький. И узорчик несложный такой. Хотела вам показать, какие цвета здесь предлагают, чтобы можно было сразу определиться. Цвет слоновой кости вот такой идет. Вот такие варианты нам предлагает бренд. Приятный тоже цвет, в принципе, освежает цвет лица. Хороший цвет. И несложный. Вот рукав показывает в увеличенном виде. Обычный окат рукавам. Пройма, классический вариант джемпера. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Очень интересно, да? И третий вариант, вот такой темненько-зелененький. Также вам сейчас приближаю, показываю. Тоже довольно глубокий такой цвет, приятно. Изумруд, темно-изумрудный, я бы вот так сказала, цвет. Вот так его предлагают. В принципе, под юбку неплохо будет смотреться. Может быть, не под такую, конечно. То есть и в офисе, и он, в принципе, нарядный такой, да. Давайте посмотрим, что тут нам пишут. Подробное описание. Это пуловер с вырезом лодочкой. Но это обычный вообще-то вырез из тонкого трикотажа. Leredun Collection. Leredun Collection, да. Прозрачный эффект, трикотаж пуантель с намеком на ретро, изящный вырез лодочка. Скажите «да» этому легкому пуловеру. Детали у него: длинные рукава, круглый вырез, тонкий трикотаж. Длина 57 сантиметров для размера М. Мы так всегда и в принципе знали. Да? Состав у него 42% акрила, 30% полиамиды, 14% шерсти и 14% мохера. Это у них, в общем-то, такой состав. Я сегодня пряжу подберу, постараюсь подходящую пряжу. Но самое главное нам, конечно, разобрать узор. Узор для этого прекрасного джемпера. Это не пуловер, поскольку у пуловера всегда V-образный вырез, да, это джемпер. Так, и сейчас давайте посмотрим на пряжу, которую я рекомендую для такого изящного, тонкого трикотажного джемпера. Для вязания этого красивого джемпера я выбрал пряжу Yarnart Silk Royal, моя любимая турецкая пряжа. Смотрите, 50 грамм на 140 метров. У нее шикарный состав. 35% у нее вискозы и 65% шерсти мериноса. Вот. Мне очень нравится цвет, у нас 447. Такой цвет, я даже не знаю сказать, жемчужный, такой белый цвет, скажем.
Но, кроме этого, я хотела бы вам порекомендовать еще вот такой цвет. То есть вы видели, в модели встречается вот такой цвет, такой нежно-изумрудный, да, такой изумрудный цвет и темный изумруд. Но у меня уже начатый был вот такой тоже еще цвет из этой серии, этой пряжи. Вот, девочки. Значит, цвет, кто захочет воспользоваться, 440. И у этого цвет 439, темненький. Вот, все три цвета очень хорошие и красивые. И все три цвета очень похожи на брендовые цвета. Вот, но вязать будем образец из нашего белого цвета. Спицы я использую 3,5. Так выглядит наш узор. Девочки, здесь связано 2 раппорта в ширину, 3 раппорта в высоту. Схему я нарисовала сама, конечно же, вы поняли, да? Глядя на нашу фотографию, там он довольно четко виден узор, и тем более он очень простой. Давайте сейчас посмотрим на эту схему. Вот так выглядит у нас схема узора. Я ее нарисовала, вдохновившись этой прекрасной моделью по фотографии от руки. Смотрите, ширина раппорта 15 петель, высота раппорта 10 рядов. Условное обозначение, которое я здесь, значит, рисую. Лицевая петля – это вертикальная черточка, горизонтальная черточка обозначает изнаночную петлю. Да? Вот этот треугольничек – это 3 вместе, одно лицевой с выделением центральной петли. Кружочек – это накид. Все. Вот и все условные обозначения. Очень простые. Что далее? Далее у нас есть выкройка. Я ее просто классика, обычная классика. Сегодня мы будем составлять описание для размеров. Значит, рассматривать будем размеры 44-46, 48-50 и 52-54. Мои рекомендации по ширине изделия, по тому, как посчитать петли, расположить узоры, смотрите во второй части видео. Для более индивидуального расчета у меня будет ссылка под видео, где я очень подробно рассказываю, как, имея выкройку, сделать индивидуальный расчет. Вот, там достаточно выкройки и плотности, которые мы сегодня с вами определяем тоже в этом мастер-классе. Вообще, я делаю этот мастер-класс как обучающий, то есть на примере, да, ведь вы можете не обязательно воспользоваться той пряжей, которую я рекомендую, и тогда вам понадобятся эти расчеты повторить вновь, да, то есть это не совсем удобно бывает, когда у вас другая пряжа, а у меня уже все расчеты сделаны под какую-то мою пряжу, да, которую я рекомендую. Девочки, это обучающий мастер-класс, и, пожалуйста, все мои советы, особенно для новичков, я думаю, будут весьма полезны. Воспользуйтесь ими, внимательно досмотрите до конца мастер-класс, воспользуйтесь ссылкой под видео, которое я рекомендую. В качестве обучающего там есть еще один мастер-класс по расчету. Там есть очень волшебная формула, как рассчитать петли, да? Что такое вертикальная плотность, я буду в этом мастер-классе тоже заострять внимание, как ее рассчитать. На примере вот этого нашего мастер-класса расскажу, как сделать расчет скоса рукава, да? Вот здесь вот. То есть много всяких интересных моментов. Дам вам ссылку на статью, как сделать расчет оката рукава. Вообще я рекомендую окат рукава вязать по выкройке в натуральную величину. Я так во всяком случае училась. Это очень удобно. Вяжешь и прикладываешь, да, то есть ты смотришь, сколько тебе петелечек закрывать в следующем ряду, да, то есть там по логике уже будет понятно, да. Вот такая вот у меня к вам просьба будет. Итак, сейчас мы с вами приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца набираем 32 петли. Я буду вязать сразу 2 раппорта, вам показывать.
Вот, и вам тоже рекомендую, что посмотреть, как у вас смотрится середина. И если у вас другая пряжа, да даже если у вас такая же пряжа, нужно все-таки с плотностью нам определиться, девочки. Плотность вязания будем измерять в этом мастер-классе. Так, и первый ряд. Значит, 2 раппорта, как я уже сказала, показываю первый раппорт. Первый ряд. Кромочную сняли, вяжем лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Что это значит? Я меняю первую и вторую петельки местами так, чтобы первая была за работой, а вторая поверх нее накинулась. И все 3 вместе за заднюю стенку провязываю одной петлей. Если вы вяжете классические петли, лицевые, изнаночные, то я вяжу бабушкины, так скажем, петли за заднюю стенку, у меня лицевые вяжутся. Вы вяжите так, как вам удобно. Хотите, повторите за мной, да? Дальше продолжаем. Изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая. Раппорт связан. Это был первый раппорт. Да? Второй раппорт также повторяем. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Затем опять 2, затем идет изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая. И кромочную вяжем изнаночной. Все петли, все изнаночные ряды мы провязываем, как смотрят петли, накиды вяжем изнаночными. У нас 3-й ряд. Показываю раппорт узора. Первые 2 лицевые, 1, 2. Затем вяжем накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Первая, вторая петли меняю местами. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается. Все 3 провязываю вместе одной лицевой. И продолжаю раппорт. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. Второй раппорт также повторяем. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, снова лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд вяжем 2 лицевые, изнаночная, накид, лицевая, 2 изнаночные и 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Первую, вторую петли меняю местами, первая за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжем все 3 вместе одной лицевой. Далее продолжаем 2 изнаночные, лицевая, накид, изнаночная и 2 лицевые. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем, да, то есть начинаем с 2 лицевых, изнаночная, накид, лицевая, 2 изнаночные, 3 вместе одной лицевой и так далее. Самостоятельно, девочки. 6-й ряд будем вязать, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. Итак, у нас с вами первые 2 лицевые вяжем, 2 изнаночные, накид, лицевая, изнаночная. И сейчас 3 вместе одной лицевой. Первая, вторая петельки меняем местами, так чтобы вторая была поверх первой.
3 вместе, 1 лицевой провязываем. Вяжем дальше изнаночная, лицевая, накид, 2 изнаночные и 2 лицевые. Раппорт узора связан. Второй раппорт также повторяем. 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, лицевая, изнаночная, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. И, девочки, самостоятельно до конца вяжем второй раппорт. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Дальше продолжаем. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные и 2 лицевые. Раппорт узора связан. Продолжаем второй раппорт также. 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли. Опять лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные и 2 лицевые. Итак, мы связали с вами полностью раппорт узора. Сейчас 10 ряд вы вяжете изнаночный ряд, как смотрят петли, и раппорт узора связан, и повтор идет с 1 ряда. У меня уже 3 раппорта связаны, девочки. Сейчас как раз величина вязаного полотна достаточно для того, чтобы измерить плотность, и мы ее сейчас с вами посчитаем. Я могу предположить, что у вас будет другая пряжа, да, и поэтому, возможно, тот вариант расчета плотности, который я вам сейчас предложу, будет для вас интересен. Итак, влажная тепловая обработка начинается с того, что мы горячим паром обдаем наш образец, наше изделие, да, и вытягиваем его очень активно в разные стороны. Вправо, влево. Вытянули. Так. Обращаем внимание на край полотна, потому что его тоже надо выпрямить, поскольку здесь у нас будет кромочная участвовать в расчете плотности. Выпрямляем. Все, девочки, оставляем в таком свободном состоянии сохнуть полотно. Для измерения плотности воспользуемся линеечкой обычной. И прикладываем линеечку, у меня 16 сантиметров ширина образца. У нас участвовал в раппорте, в вязании узора 32 петли. 32 делим на 16 сантиметров, получаем цифру 2. И запишем, что в 1 сантиметре у нас с вами плотность 2 петли умещается. Вот. По вертикали также прикладываем. У нас неровный край. Давайте померяем самую длинную часть. Так, 12,5 и здесь 11,5. Значит, берем 12, среднее число. 12 сантиметров высота образца. Да? И у меня связано здесь 3 раппорта по 10 рядов. То есть раппорт узор составляет 10 рядов. 30 рядов делим на 12 сантиметров. Получаем плотность 2,5. Также это все дело мы запишем с вами. В 1 сантиметре у нас 2,5 ряда умещается. Сейчас эти цифры будут очень важны в расчетах. Вот такую выкройку я рекомендую использовать для расчетов. Классика у нас обычная. То есть у нас с вами пройма рукава четко вырисовывается, окат рукава, да, длина рукава длинная. И, в общем, здесь вот у нас вот такой вариант. Вырез горловины по спинке небольшой. И вырез горловины тоже не очень глубокий по переду.
скос плеча имеется. Но давайте сейчас по порядку. Самое главное, когда мы начинаем с вами расчет вязаного изделия, определиться, сколько петель мы будем набирать на перед и спинке согласно нашего размера. Да? Давайте и правильно распределить еще узоры, тоже очень важно, чтобы они симметрично, гармонично смотрелись. Значит, поскольку вы сами видели, что джемпер этот довольно облегающий такой вид имеет, то есть это не свободный крой у нас идет, а довольно такой по фигуре сидит. Поэтому для размера обычно я рекомендую 44 размера 48 сантиметров. Здесь я рекомендую 46 сантиметров взять ширину спинки и переда. И сразу же показываю вам, девочки, сколько петель это будет набираться. Значит, если у нас 46 сантиметров, первый размер у нас, это я сейчас рассматриваю размер 44-46. 46 сантиметров умножаем на нашу плотность по горизонтали, которую мы только что посчитали 2. Это 92 петли. В раппорте узора у нас 15 петель. Нам надо, чтобы число было целое. Надо определиться, сколько целых раппортов у нас будет умещаться в 92 петлях, которые нам нужны. 92 делим на 15. Целое число 6. То есть 6 целых раппортов надо нам с вами набрать. 6 умножить на 15, проверяем. Это 90 петель. Плюс 2 петли кромочные. Получается в сумме 92 петли. Отлично, да? Далее, значит, для следующего размера. Для следующего размера у нас 48-50 будет размер. Я рекомендую 54 сантиметра. То есть 54 умножаем также на 2. Это 108 петель. 108 делим на 15, это число петель в раппорте, получаем 7 целых раппортов. 7 умножить на 15, уточняем, это 105 плюс 2, 2 кромочные, получаем 107 петель. То есть для 48-50 размера надо набрать 107 петель. Я всегда рисую, девочки, схематично, как это выглядит. То есть, смотрите, представьте, что это ваш наборный ряд. И мы рисуем раппорты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас получается для 44-46 размера. Вот у нас 6 раппортов по 15 петель. Да? Кромочная справа, кромочная слева. Мы с вами ведь уже вязали только что 2 раппорта подряд. Вот теперь будете вязать 6 раппортов. И для 48 размера 48-50 вам надо будет набрать 107 петель. И это добавляется еще плюс 1 раппорт. То есть плюс 15 петель еще. Вот. То есть для первого раппорта, давайте запишем, надо 92 петли. Для второго, для первого размера 92 петли. Для второго размера 107 петель. И для третьего размера 122 петли. Вы, наверное, уже поняли, я добавила еще один раппорт, 8. Для размера получается 52, 54, 122 петли. Будем набирать и по раппортам распределять. Понятно, да? Что касается вертикальной плотности, которую мы тоже с вами определили. Любой размер на выкройке надо обязательно переводить в ряды. Для этого мы вот этот показатель, предположим, вот смотрите, от начала вязания до проймы стоит мерочка 38,5 сантиметров. Умножаем все это на нашу плотность по вертикали. Она у нас равна 2,5. 38,5 сантиметров в высоту умножаем на 2,5. 96 рядов надо вязать до проймы. От начала вязания до проймы при нашей плотности надо вязать 96 рядов. Их очень легко тоже также распределить
по раппортам, да, то есть считать раппортами всегда удобнее, чем рядами, да. У нас раппорт это 10 рядов, то есть 96 делим на 10, то есть это получается 9 целых раппортов, и еще там посчитайте, сколько рядов. Так, это я все рассказала вам для примера, девочки, для примера, как я это обычно делаю. У меня есть очень подробный мастер-класс, в котором я очень также подробно рассказываю, как сделать по выкройке расчет, индивидуальный расчет по вашим размерам. Да? То есть там все эти нюансы я также раскрываю, как и у вас. Как посчитать скос рукава, да? Как, в общем, все нюансы я там разжевываю. В общем, и ссылочку я оставлю под видео вам на этот мастер-класс, который я сделала специально для вашего удобства. Ну а в нашем случае, вы как уже поняли, самое главное я вам рассказала, как мы набираем, сколько петель мы набираем на тот или иной размер. У нас сегодня участвует 44 по 54 размер, я дала вам описание, да, вот. Про вот эти вертикальную плотность я вам тоже пояснила, как ее расчет сделать. Мы увидели воочию, да, и как ее применить на практике при составлении индивидуального описания тоже рассказала, да. Теперь, что касается скоса рукава, часто возникает вопрос. Вкратце, смотрите, берете, сколько у вас петель по низу рукава и сколько в самой широкой части рукава. Эту разницу, то есть вы вычитаете из верхнего цифру нижнюю, там, предположим, здесь будет 80 петель, здесь будет, предположим, 60 петель, да, у вас получается в разнице 20 петель. У вас 2 скоса, то есть делим 20 на 2 скоса, на каждый скос придется по 10 петель. Это я вам сейчас так на пальцах объясняю. Вот, 10 петель. Теперь, смотрите, у вас стоит мерка 49,5 сантиметров. Переводите эту цифру в ряды. Перевожу. 49,5 умножаю на плотность по вертикали 2,5. Получаю 124 ряда, девочки. 124 ряда. А нам надо с вами 10 петель прибавить. Как равномерно их прибавить? Очень просто. 124 ряда делим на 10. Получается, в каждом 12 ряду будете делать прибавку. Понятно, да? Как это вкратце объяснила я вам. Так, ну остальное, в принципе, вы все увидите в моем мастер-классе, который я даю для расчета вам, обучающий мастер-класс. Сейчас я вам желаю удачно связать этот красивый джемпер. Все у вас есть теперь, в принципе, для того, чтобы начать вязать. Выбор пряжи есть, схема есть. Свяжите обязательно образец из той пряжи, которая вам нравится. Если нет у вас возможности или нет желания вязать из той пряжи, которую я вам рекомендовала, а можете, в принципе, и моими расчетами воспользоваться плотности. Думаю, что она не будет сильно отличаться. Вы знаете, плотность часто зависит от номера спиц. Честно вам скажу, а не от того, кто как свободно вяжет. Но это на мой взгляд. На мой взгляд, на мой опыт. У каждого ведь свой опыт и свой взгляд, да? Ну, до новых встреч, мои хорошие.